машинку Индезит. Данную машинку доставила компания Стиральный.com. Сегодня-то и вчера привезли. Сегодня приехал подключить. Ну тут, в принципе, новая квартира была. Единственное, тут выход почему-то застройщик предусмотрел вот с этой стороны, внизу под душевой кабиной. Слив очень низко, не подходит. Ну, нету розетки, розетка там, слив здесь, поэтому клиент решил, что машинка будет установлена именно таким образом. Как попробовали поставить ближе к душевой кабине. Ну, понравилось больше так, поэтому оставили вот таким вот образом. Сделал заново подключение уже здесь через мойку. Таким вот образом. Ну, по машинке-то у нас Индезит — это итальянский бренд, но Италии уже в ней нету давно совсем. Наверное, одна из первых машин, которая появилась в России и начала собираться в России, как бы собирает их в Липецке. Ну, в целом, как бы такая из бюджетных вариантов, более-менее ничего машинка. Ну, единственное, тут мне не нравится, что загрузка на этой модели низкая, 4 кг, маленькая 4 килограмма. Но здесь более ограничена именно габаритами. Так, здесь будет загружаться порошок, середину на основную стирку, сюда на предварительную стирку. Сюда жидкий ополаскиватель. Здесь загрузка белья. Люк, так, естественно, открывается больше, но здесь упирается. Ну, функционально все работает. Везде доступ есть. Индезит дает гарантию на запчасти 10 лет. Это опять же согласно рекламе. Здесь такие вот есть еще рекламные ходы. Вот что пишет Индезит. По управлению такая, мне кажется, самая простая машинка. Здесь на крышке есть описание всех программ. Они перенесены на ручку по цифрам до 13, разделены на 3 группы: стандартная, специальная, спортивная. То бишь выбираем необходимый режим стирки соответствующей программы. Там, к примеру, поставил 5-ю. Смотрю, там 5-я. Значит, это у нас получается синтетика. Интенсивная стирка при 60 градусах. Значит, здесь я могу поставить любую температуру до 60 градусов. Дополнительно есть функция экотайм. Это будет идти ускоренный процесс стирки пятна. Более интенсивно вращается барабан при стирке. Понижение оборотов и отложенный старт со срочкой до 12 часов. Здесь нет никакого индикатора времени. Режим стирки определяем по вот этим индикаторам. То есть во время регулировки 3, 4, 12, 3, 4, 6, 9, 12 он показывает таймер, а во время запуска он уже показывает тот же самый индикатор. Режим стирает, полоскает, отжимает, сливает, и, соответственно, закончена. Блокировка говорит о том, что бак заблокирован. Машинка оснащена обычным щеточным двигателем. В принципе, работает бесшумным для щеточного двигателя. Ну, при отжиме по-разному бывает, потому что любые узкие машинки не подвержены больше вибрации, особенно при стирке там пододеяльников, таких объемных вещей. Поэтому, ну, как бы бывает, иногда и дает вибрацию только из-за того, что там плохо разбалансировалось белье, или в узком баке. Естественно, в широком баке это будет более, как бы, все получше. Здесь подключение идет через мойку, установлен на подачу краник. Краник положен закрывать после стирки. Стоит. Трубы, конечно, от застройщика все болтаются, если честно. Здесь пустота. Вообще ничего не закреплено. Полипропилен. Просто проходит и все. Через паузу машинка останавливается. Переведу в режим отжима. И также снова запущу. Слив уже идет тоже здесь через стекло. Не видно, это такой специальный на сифоне не сливается. Она уже непосредственно
планочка длинная пластиковая, она снимается. Вот здесь находится фильтр сливной. Ну, как не знаю, 10 лет назад, так и сейчас могли, конечно, уже какой-то отдельно, потому что снимать неудобно. Чем-то поддевать надо. Но если мужчина, то да, женщине, конечно, будет уже как-то это несподручно снять эту штуку и прочистить фильтр. Ну так, все остальное, в принципе, внешний вид классический белым цветом выглядит более-менее ничего, но дизайн особо у них не менялся. Вот он уже давно выпускается именно вот такой, как сейчас. Эту машинку уже так приелось, что-нибудь новенького можно добавить. Есть на Дезите новые модели. А это вот такая. Сейчас чуть-чуть оборот наберет. Покажу примерно, чтобы понимали, как работает отжим. Примерно в таком ключе, естественно, при 800 этот шум будет чуть больше, но какого-то такого резкого или грохота, что-то такого нету. Двигатель работает с каким-то легким свистом на Дезите, в принципе, на слух довольно-таки ничего. Так, все, обзор на машинку закончил. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал sisteraime.com.